Отстрел с самого начала. Согласитесь, нет ничего слаще в самом начале вайпа убивать бомжей с отстрела своего очень технологичного дома. И не важно, что развитие у тех, кого вы убили, на уровне пустой консервной банки. Самое главное ведь, это сам процесс. Ага, сильное заявление. Гуджойнт, благодаря твоим видео на склад фиг добежишь, везде твои дома отстрела, перестань. А еще я люблю, чтобы дом строился из кибитки. И этот дом именно такой. Удобный в использовании, легкий в билдинге, да и ресов-то не особо надо, если компаунд не считать. Вот это поворот! Недавно вот обновление вышло, где пофиксили самый дешевый бункер из винтовых лестниц. И это значит только одно. Внутри этого дома бункера нет. Зато есть 4 бункера внутри компаунда, чтобы можно было располовинить лут и на 1000 пороха сделать дом намного крепче. Гуджойнт, какие бункеры на улице, все будут знать, что они там есть. Сплэшем сразу 2 все равно не сломать, так что все ок. Не буду томить, подписывайся, ставь лайк, сейчас все покажу. А вот и он. Но давайте я вам сначала начальный отстрел покажу. Это если что уже второй этап билды, и вход у вас будет через печку. Тут будет по окну на каждую сторону, и каждое окно будет использовано в будущем. Это вышка, я считаю. Кто не любит территорию, то весь дом с отстрелом билдится от одного шкафа. А теперь давайте уже глянем готовый вариант. Всего у дома 4 мультишкафа, но при желании можно все запитать от одного, но я бы сделал как по гайду. Если вас бахнули прямо в шкаф, то вы спокойно отсоединяете все мультишкафы и возвращаете шкаф в мейн. Касаемо входа на территорию, то он не совсем дефолтный. Смотрите, здесь такие вот гантрапы, и из-за этих потолков вас будет очень сложно убить, потому что вы будете сидеть практически в пикселе. А если вам сломают забор, мало того, что им придется взрывать еще и печки, так еще и все подходящие к ним аборигены будут у вас как на ладони. Ну и про турели нельзя забывать. Они, кстати, за 2 сетками. Ну окей. Я думаю, с этим разобрались. С другой стороны, как понимаете, все то же самое. И вот мы уже попадаем на нашу внутреннюю территорию. Если прям по фасту нужно скинуться, то это можно сделать в сундуки над гейтом. Рядом с ними, кстати, и стоят те самые турели. От обилия всяких деталей можно даже не заметить, что оказывается около фундаментов стоят гантрапы. А это такая вот комната, которая служит дополнительным местом спавна, уличным. Я думаю, она поможет, если вас будут рейдить в онлайне, так как с нее вид открывается сразу на 2 гейта. Если кто-то еще не догнал, то дом полностью симметричный, так что всего на улице у нас 4 кровати. Но в этом самом месте располагается один из бункеров. Если не хватает электричества, то ставите аккум. Если с этим все в полном порядке, то можно заменить аккумулятор на сундуки. С противоположной стороны все то же самое. В этот дом вход всего лишь один. Это для того, чтобы нивелировать отсутствие бункера. И получается, что по дверям до шкафа ровно столько же, сколько и по стенкам снаружи. Окна на этом этаже выполняют функцию нелутаемых локеров. Также посмотрите, турелька здесь все каверит. И на самом деле здесь достаточно большое количество ящиков находится. Так что, если ты давно хотел попробовать построить OpenCore, я думаю, этот домик подойдет. Ну а за магазином весьма удачно разместился аккумулятор. В середине тоже лутка за окном на 4 больших ящика. В общем, места здесь хватит точно. А самое главное то, что даже до конца дом строить не обязательно. Вы сами помните, какой на втором этапе отстрел. Поэтому, как минимум, можно начать билдить, а закончить или нет, там уже вайп покажет. Внизу через люк у нас спуск в мейн, но пока что я вам покажу остальную часть дома. На 3-м этаже располагается место спавна. Вообще, идеально, мне кажется, дом подойдет для 3, но место для 4-го фармилыча, я думаю, найдется. Также здесь можно снять окно и контрить дверь, которая ведет на отстрел. Ну и даже если все двери открыть, тоже можно что-то придумать. Для отстрела в этом доме, кстати, вообще ничего отводить не надо. Моей целью было сделать изначально так, чтобы все было максимально просто. Когда начнем билдить, я думаю, вы убедитесь. Ну и само собой, слепых мест под домом просто нет. Хотите, под дом можно смотреть, хотите, в гейт можно тыкать. Если там нет ничего интересного, пожалуйста, можете в OpenCore себе поглядеть. С нее, кстати, видно сразу 2 люка, которые у вас есть на 2-м этаже. Если переживаете, что кто-то к вам на отстрел залезет, то эту рампу можно гаражками закрыть. Я, в принципе, так и сделал. Достаточно хорошие пики по всем направлениям и выход в самую верхнюю часть дома. Она такая плосковатенькая получилась, но зато вы здесь можете расположить все, что хотите. Также посмотрите, мне очень нравится то, что здесь через крышу можно стрелять. А также вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем здесь эти висящие рампы? Это для того, чтобы защитить турель от коптера, который будет пытаться ее взорвать. Я не буду говорить, что этого невозможно сделать, но придется потратить намного больше. И то, если
если знать, куда стрелять. По поводу ветряков, там ПВО и так далее, я всегда говорю, мне не очень нравится, как это выглядит на самом доме, но место, как вы видели, для всего этого есть. Поэтому ставьте куда хотите. Ну и теперь самое время спуститься в сам мейн. Как я вам ранее показывал, стартовая кибитка здесь 2 на 1, и внутри все выглядит достаточно лаконичным образом. Да-да-да, кто спрашивает, какое обслуживание, вот оно. Ну а если вы за свой лут слишком сильно переживаете, просто закатываетесь в МВК кубик, везде до него по 2 стенки, и даже на втором этаже тоже к нему буферка есть. Ну почти. Над кубиком у нас такая вот лутовая. Ну а теперь пошли билдить. По ресам вот столько надо на полностью законченный дом без компаунда. Ну а если решите делать компаунд, то рядом я указал и его стоимость тоже. Вначале я всегда рекомендую накидывать будущий план фундаментов дома. Было бы неплохо и сегодня с этого начать. Я буду улучшать сразу в конечный вариант, но вы можете грейдить все постепенно. Дом это позволяет. Внутри кибитки можете располагать все как хотите. Главное, это место не застраивайте, на всякий случай. Когда у вас появится лишняя печка, ее мы будем использовать в качестве подъема на следующий этаж. Как сделали выход выше, можно сразу добавить 3 дополнительные стенки. Ну и по итогу, все это как выглядит. Смотрите, здесь стенка ставится, сейчас нужно повыше выбраться, 2 двери, чтоб не дипали, печка. И теперь давайте сразу застроим второй этаж как надо. Но хотя, погодите, у нас же еще подъема нету. Я предлагаю его делать через печку, но если у вас ее нет, можно через крышу. Слева и справа каждой двери ставим оконный проем. Это и будет вашим отстрелом. А вот здесь как бы проем для одиночной двери должен стоять. Поэтому, если не боитесь закрывать аккумулятор магазином, то мы вернемся к этому попозже. А если не хотите усложнять, то оставляйте как есть. Далее очень важный факт. Смотрите, здесь у нас спуск в мейн, а тут мы должны обязательно поставить деревянный треугольник, потому что пока что выхода дальше у нас не будет. Но и по итогу, когда у вас уже первоначальный отстрел готов, ваш домик должен выглядеть именно так. Ну а когда и вы уже достаточно подготовитесь, его нужно будет выдолбить и застроить сразу 3-й этаж как надо. На 3-м этаже у нас располагается основной комбат спавн в доме. Главное, обратите внимание, что справа у нас оконный проем должен быть. Ну а далее я лучше покажу уже своими глазами. Выход на отстрел будет сразу напротив спуска. Это, наверное, последняя полезная информация по данному этажу. Разве что, кто не помнит, у нас здесь еще турелька должна стоять. Но в этом ничего сложного нету. Вы же у меня умные. Ну и чтоб вы не запутались, сейчас покажу, как это выглядит снаружи. Такая ничем не примечательная башенка намечается. Пока что. Далее важный момент в билде. По центру ставим стенки высотой в 2 этажа. На пол этажа ниже оконных проемов мы устанавливаем потолки. На них кидаем локеры и закрываем. С другой стороны все полностью аналогично. Проблем возникнуть вообще не должно. Теперь смотрите, здесь у нас вход в дом. Мы должны добавить парочку дверей и витринку. Почему витрина, а не окно, спросите вы? Потому что окно вроде как снять можно, и в онлайн-рейде оно поможет. Так-то оно так и есть, но сами посудите. Витрину изучать не надо, а вот окно крафтится на 2-м верстаке. И так как основной вход в дом появляется достаточно быстро, я думаю, у вас окна еще не будет. И это может в какой-то степени заруинить. Хотя на самом деле, наверное, единственный показатель, зарейдит вас или нет, это тот, насколько хорошо вы пользовались своим стартовым отстрелом. Поэтому лучше ставьте витринку от греха подальше. Рампы, которые мы сейчас устанавливаем, вначале они никоим образом не смогут заруинить вам выживание. Потому что, как вы можете видеть, мы их ставим уже, когда там есть двери. А значит, даже если кто-то к вам на крышу залезет, крысить вас не получится. Даже если ее убьет, то не залутает точно. А вот вы уже, если кого-то убьете, через нее сможете залутать. По центру над кубиком, где у нас шкаф, мы должны сделать такую лутовую, как бы за окном. Лучше это дело сделать на рампах, чтобы сишки не кидали. Когда все стенки установлены, можно заняться сундуками. Это и будет ваш опенкор. А если еще учесть, как быстро он появляется, типа вы не успели стенки добавить, и вот уже все, что вы тут понастроили, все используется. В общем, я это к тому, что дом очень удобный. Но и теперь, когда отстрел мы застроили, нужно построить уже нормальный отстрел. Смотрите, по бокам дома мы устанавливаем по квадрату. Также смотрите, не стал вырезать, витрина должна быть более светлой стороной внутрь, а то фундамент не дает поставить. Далее вам нужно сделать рисунок будущего отстрела. Но не спешите улучшать, сразу все нам здесь не понадобится. Нам нужны только вот эти фундаменты, их можно апнуть. Снизу по центру ставим двери. Это будет вашим, скажем так, уличным комбат спавном. Далее над дверьми ставим еще проемы, добавляем 3 полустенки, на эти полустенки еще проемы, уже на эти проемы окна и потом уже на окна шляпку. Далее по бокам около квадратов полустенки и уже на полустенке фрейм и оконный проем. От дома прям в окно ставим треугольник. Добавляем здесь бортик. Потом поднимаем еще одну секцию фреймов и
и заделываем все это дело окнами. Теперь и так немножко покажу. Смотри, здесь провалиться можно, но этого можно легко избежать. Не сразу, правда, но не суть. Понадобится бойница, желательно вертикальная, и мы должны ее поставить как бы внутрь. Тогда упасть вниз уже не получится. Также сразу скажу, что лучше здесь сначала поставить все потолки, потому что если вы воткнете крыши, то потолки уже не поставятся. Ну а по поводу турельки не переживайте, она там встанет 100%. Там ее просто немножко боком надо ставить. Здесь я рекомендовал бы ставить обязательно дверь. Почему не гаражку? Потому что задибать могут. Все же обычным дверям, особенно на выход, у меня как-то больше доверия. Вы молодцы, мы закончили целую одну сторону. И с другой стороны у нас полностью все то же самое. Естественно, я это уже быстрее покажу, просто чтобы вы понимали. Далее по центру у нас остается такая пустота. Сейчас мы ее заполним. Ставим проемы высотой в 2 этажа и кидаем на все это дело окна. Чтобы вы понимали, именно отсюда мы потом будем смотреть в наш open core, когда будем дефать. Здесь при желании везде можно сделать гаражки, но самым лучшим решением будет турель. Ее нужно ставить обязательно справа и чтобы она прямо стояла. То есть не старайтесь ее в угол куда-то пихнуть, вот как я ставлю, так и ставьте. Она так будет быстрее реагировать и далеко стрелять. А теперь весьма неочевидный момент. Обратите внимание, что рисунок потолков не повторяет рисунка наших буферок. Это обязательно нужно сделать именно так, чтобы избежать щелей на крыше. Но и с другой стороны я немножко ускорю, потому что все одинаково. Но я думаю, вы все поняли. Снаружи бейс выглядит уже вот так. Теперь сделаем местечко под нашу турель, которую будет очень сложно сломать с коптера. Также прям под ней в румтуре я поставил 2 ящика. Вам советую сделать так же, потому что если турель будет жива, залутать их будет практически невозможно. Рампу обязательно апайте в металл. Турелька через нее будет лучше стрелять. Если вы слишком богатые, здесь можно поставить 2 турели. Я бы так и сделал. Ну а если будете ставить одну, то ставьте ее по центру. Далее все, что остается сделать на этом моменте, это добавить квадратные крыши. Обязательно квадратные, чтобы появилась такая вот щель. Не знаю, второй раз говорю, она мне в выживании очень нравится. Но и с другой стороны делаем все то же самое. Это по сути последние штрихи основного дома. Ветряки и ПВО ставьте здесь где хотите. Напомню, что у дома пока что нет мультишкафов. Основу мы все сделали. Теперь самое время сделать компаунд. Это та сторона, где у нас основной вход в дом. Мультишкаф к этому гейту сразу делать не обязательно. Я надеюсь, вы обратили внимание на тот соломенный фундамент. Можно, например, его в дерево улучшить и от него запитывать гейт. Но это естественно все по желанию. Вообще сам вот этот вход на территорию, он достаточно дорогой. Если хотите, можете что-то другое построить, но мне кажется, что он сюда максимально подходит. Потому что и дом-то сам по себе не фуфлыжный. Почему должен быть фуфлыжный гейт? От гейта отводим 4 квадратных фундамента и ставим 3 высоких треугольника. Не забудьте про 2 полустенки, чтобы сделать его отсоединяемым. Если местность не позволяет, например, повыше поднять фундаменты, то можно оставить как есть. Просто там коннект тогда будет немножко другой. Мне кажется, самый удобный вариант это одиночная дверь и 2 окна. 7 ракет так и так, чтобы забрать шкаф. Естественно, если вы хотите прям плотно защитить свой дом мультишкафами, то все соединения тоже апайте в металл. Вот у этих потолков, которые я сейчас ставлю, не очень приятный момент тот, что к вам очень легко можно пристроиться на территорию. Поэтому их можно просто попозже поставить, когда у вас колючки уже, например, появятся. Да, я бы, наверное, так и сделал. Типа, появились баррикады, достроил гейт. Турели не забывайте здесь за 2 сетками, но здесь еще сетчатые двери, чтобы к ним подходить, там заряжать в них патроны и так далее. С другой стороны уже на симметрии добавился точно такой же гейт, а между ними прямо от нашей уличной комбатерки мы начинаем отводить фундаменты. Мы должны отвести 7 квадратных фундаментов, 8 поставить треугольник. Далее обратно возвращаемся треугольниками. Обратите внимание, что уже 3 треугольника от основного дома у нас уже стоят. Когда вы вернулись обратно треугольниками, считайте, самое сложное вы сделали. В железо я апнул наши будущие бункеры. Их лучше сразу разделить такой вот каменной буферкой, чтобы нельзя было сломать их сплэшем снаружи. Также, смотрите, внутри они тоже будут разделены. Здесь главное поставить все на свои места. Стенки бункера я бы сразу апнул в металл. И вам будет понятнее, да и практичнее так будет. Теперь смотрите, там где у нас железный фундамент получается, мы должны поставить полку с 2 сторон. Далее, практически самое важное, после установки ящиков, мы должны поставить фрейм для двойной двери. Но саму дверь ставить не обязательно.
конечно, она все равно никакой роли не сыграет. Но обратите внимание, что этот самый фрейм должен быть одного материала с рядом стоящей стенкой. Вам нужно добиться такого результата, чтобы стенка показала свою боковую текстуру. Для этого сам фрейм иногда надо развернуть. Далее ставим бункерные стенки. Обратите внимание, что держатся они на фундаментах, поэтому их тоже лучше апнуть. Щели по бокам мы закрыли, теперь нужно закрыть щель сверху. Делается это таким образом, с помощью пристроек. Но этого недостаточно. Теперь и нужно открыть наши бункера. И после того, как мы их вскрыли, мы снова идем повыше и устанавливаем каменный проем для треугольного люка. Обратите внимание, что его нужно ставить именно от мультишкафа, потому что если вы поставите его вот так, то бункер у вас перестанет работать, а это не надо. Ну и по центру на все это дело кидаете треугольник от основного дома. Ну и там гаражки, двери по желанию, чтобы сплэшем нельзя было изнутри сломать. Потом всякие вспомогательные фигнюшки убираем и добавляем турели по бокам всего этого дела. Если по какой-то неизвестной мне причине для тебя это слишком сложно, то, например, с другой стороны я покажу, что здесь за место всего этого дела можно просто обычный гейт построить. Но я бы, честно говоря, эти бункеры оставил, потому что в доме его нету. Также эти бункеры, они никак не запитаны от основного дома. Здесь мультишкаф обязателен. Делайте просто все как по видосу, и у вас точно все получится. Смотрите, сейчас сюда шкаф не поставится. А не поставится он, потому что билда дома не разрешит его сюда поставить. То есть, запомнили, сначала делаем мультишкаф, а потом уже добавляем вот эти 3 треугольника от основного дома. Я просто изначально их добавил, чтобы вы поняли, как отводить эти все фундаменты. Потом их, конечно, вернуть можно, если что, но долбить я тоже никому не рекомендую. Теперь наш мультишкаф нужно по-нормальному соединить с нашими бункерами. Сделать это можно по рисунку фундаментов, как мы отводили мультишкаф. В принципе, ничего сложного нету. В любом случае, всегда есть гайд, можно посмотреть. Теперь давайте поставим большие печки, запрыгиваем на полустенку и прямо отсюда устанавливаем первую нашу печку. Потом идем чуть правее и рядом с ней красивенько устанавливаем вторую. Должно получиться вот так. Нигде не пройти, не проехать. Так как у нас дом полностью симметричный, мы должны поставить еще таких 6 штук. Даже, наверное, можно как забор это использовать. Хотя вряд ли, я думаю, вы будете ставить печки, если у вас нет стенок. Кстати, стенки. Смотрите, я сначала выравниваюсь по стене, а потом чуть правее, вот как бы под таким наклоном. Это от нашего гейта. Там, где у нас бункер, я полностью стенку выравниваю по стене и отхожу чуть левее. Далее последняя центральная стенка встает без вопросов. Потом повторяем процедуру со всех сторон. Врать не буду, поставил все с первого раза. Да, где-то не максимально ровно, как хотелось бы, но в целом достаточно легко они ставятся. Теперь смотрите, в нашем OpenCore я говорил то, что у нас аккумулятор за магазином должен стоять. Здесь вообще ничего сложного нету, но лучше потренироваться на креативе. Дверь у нас стоит, ставим аккумулятор, берем магазин, лутаемой стороной к себе, максимально на аккумулятор, чуть-чуть поближе и устанавливаем. В принципе, все легко. По поводу локеров, кстати, чтобы они полностью были нелутаемыми, им нужно добавить такую вот полку. Если вы дом построили, а локеров у вас еще нету, то их спокойно можно поставить и изнутри. Также хочу порекомендовать тебе еще один дом, который подойдет для небольшой группы. И ему вообще пофиг, какие бункеры там фиксились, не фиксились, там тоже бункера нету. И он тоже весьма такой достаточно крепкий. Подсказку оставил, вот у тебя на весь экран, смотри.